Здравствуйте, коллеги! В этом видео я расскажу, как установить и настроить PSE CMS. Начнем с настройки IIS. В IIS нужно создать новый сайт. Сайт у меня уже создан, называется Start. Чтобы создать сайт, нужно выбрать сайты и в меню выбрать добавить веб-сайт, ввести его имя и привязать к определенному IP-адресу. При создании сайта нужно обратить внимание на то, что PSE CMS использует 4-й .NET Framework, поэтому нужно установить соответствующий пул приложений. Пул приложений можно поменять в разделе «Дополнительные параметры», строчка «Пул приложений». Вот здесь можно выбрать пул приложений, который нам нужен. Вот выбираем 4.5. Это версия среды CLR.NET 4.0. Далее скачиваем дистрибутивы. Ссылки на дистрибутивы указаны в описании. У меня они уже здесь скачаны. Нужно скачать саму CMS. Это архив PSE CMS и утилиту для настройки PSE util 64. Извлекаем содержимое. CMS извлекаем в рабочий каталог веб-сервера. Далее устанавливаем утилиту. Утилита устанавливается как обычно. Запускаем программу Setup. Подтверждаем. Утилита установилась. Ну вот у нас в рабочей директории веб-сервера появился новый каталог Start. Это рабочая директория нашего сайта. Вот так выглядит структура сайта на PSE CMS. Здесь есть каталог Logs. К этому каталогу нужно открыть доступ на запись для пользователей ASP.NET. Запускаем утилиту. Здесь у нас отображается список сайтов на PSE. Выбираем наш сайт. Можем установить язык интерфейса русский. Ну и начинаем настраивать. В этом поле вводим имя сайта.
UTF-8 по умолчанию. Основной язык сайта английский. Вот, ну, об этих параметрах я расскажу в следующих видео. Переходим на закладку SQL Server. Выбираем директорию, в которой у нас хранятся файлы со скриптами для создания баз данных. Для каждого языка нужно создавать собственную базу данных. Вводим имя сервера. Название базы данных. Логин. Пароль. Выбираем скрипт. Выбираем язык. Русский. Нажимаем кнопку «Создать базу данных». Так, база данных для русского языка у нас создана. Теперь создаем базу данных для английского языка. Нажимаем на карандашик и заполняем то же самое. Выбираем скрипт для английской базы данных и язык английский. Нажимаем кнопку «Создать базу данных». База данных создана. Параметры сайта настроены. Нажимаем кнопку «Сохранить». И теперь можно запустить наш сайт. Открываем веб-браузер и набираем URL нашего сайта. Вот, CMS запустилась. Отображается на языке, выбранном по умолчанию. Вот. Посмотрим, работает ли она на русском языке. Вот CMS работает сейчас на 2 языках. Так, а теперь я расскажу, как настроить CMS вручную, без утилиты.
Переходим в каталог Common, выбираем файл pse.config, открываем его. Это конфигурационный файл CMS. Вот, здесь хранятся все параметры запуска CMS. Вот и рабочие параметры. Тут у нас вот в разделе настройки URL сайта, кодировка, включить отладку, выключить отладку, включить кеширование, выключить, в течение какого периода будет доступ у зарегистрированного пользователя, в течение какого времени можно будет зарегистрироваться, параметры получения обновления, язык для утилиты, версия, лицензия, директория, в которой хранятся скрипты для создания баз данных, ну и раздел локализация. Здесь у нас для каждой базы свои параметры хранятся. Вот. Ну, если нужно настроить CMS вручную, то этот файл правится вручную, сдаются параметры. На этом все. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока.